Но самый прикол в чем? Просто на вылет. 2 брикета у меня. Вот это уже хорошо. И натираю на терке. Вы сразу увидите. А из одной пачки я сделаю дзадзики, а из второй пачки я сделаю креветочный крем. Именно хотел показать свои 2 варианта. Это будет вкусно, это будет хрупко, это будет классно. Убираем. Ребята, с вами как всегда Виталий. Сегодня у меня рецепт, который как бы есть в интернете. Я его надыбал в интернете. И реально интересная вещь. Я один раз это приготовил. Вот, у меня, на мой взгляд, получилось довольно интересно. И сегодня я вам хочу предоставить эту тему проверить. Проверить как? И проверить что? Проверить замороженный кефир. У меня вот такие вот 2 пачки. 0,9 и 0,9. 2 по 0,9. Что мы из этого приготовим? Мы из этого приготовим творожный крем. Но не просто будет творожный крем, а из одной пачки я сделаю дзадзики, а из второй пачки я сделаю креветочный крем. Это будет что-то. Но самый прикол в чем? Реально просто 2 пачки. Пачки 3, 4, 5. Сколько вы хотите в холодильнике, сколько у вас есть места. Вы замораживаете, а потом размораживаем и получаем. Увидите что. Мне надо эти 2 пачки сейчас разрежу. Достану все содержимое из них. Два брикета у меня замороженных. И я беру 2 пакета. У меня вот такие вот зашитые. Не знаю, откуда они у меня появились. Я уже не помню. Но очень удобные. Это фильтровальная бумага. Но мне в ней удобно. Она очень хорошо сцеживает. Но вы запросто можете в 3-4 слоя сложить марлю, как всегда. И вот так вот на сито, чтобы все это дело стекало. Я это поставлю в раковину для разморозки, потому что он может упасть. Я это наклоню, чтобы все стекало туда вовнутрь. Самое интересное, что я хочу проверить. Реально ли выгодно это дело, этим заниматься, замораживать, заморачиваться, холодильник забивать этими брикетами, или просто пойти в магазин, купить реально недорогой, но качественный какой-нибудь творог и приготовить. Итак, я вам сразу хочу сказать, ребята, что это немножечко геморное дело. Отмораживается кефирчик совсем не очень быстро, поэтому реально утром я поставил, к вечеру у меня еще он был такой подмерзший, поэтому вот снимаю уже на следующий день, но ничего страшного. Так, что я хотел сделать? Это у меня отмораживается 2,5%, а это 3,5%. Я обязательно хочу взвесить и узнать, сколько получается именно этой хорошей такой вот. Сейчас я ее буду выкладывать, и вы увидите, какая это масса. Вот такая вот кефирная. Это не творог, он такой нежнейший, как, можно сказать, по консистенции и по вкусу он очень напоминает сыр Филадельфию. Так что вот это в стирочку. Здесь у меня из 2,5% кефира получилось 230 грамм и 3,5%.
есть ли разница, а? Сейчас мы будем знать. 242 грамма. Пробу 1 и 2. Я на вкус реально не заметил разницы. Поэтому, если вы, ребята, будете делать по вот этой моей теме, что я сейчас из них приготовлю, будете замораживать кефир, не парьтесь, будет 2,5%, покупайте какой есть и замораживайте. В принципе, из пачки кефира, у нас он примерно в среднем 80 европейских центов стоит, получается 240 грамм вот так вот творожной массы. Ну, как бы так, можно сказать, и довольно-таки неплохо. Потому что тот же сыр Филадельфия, по-моему, стоит что-то в районе 2 евро. Так, как бы мне не перепутать. Слева, справа. Весы мне больше не нужны. Из 3,5%, тот, который пожирнее, я приготовлю, друзья, дзадзики. Это очень просто и будет очень-очень вкусно. Для дзадзики нам нужны огурцы. Вот у меня один вот такой и один вот такой. Для чего я взял два разных? Потому что вот этот огурец, с ним ничего не нужно делать, вы его просто очищаете. А вот с этим огурцом, сейчас я его очищу, 1 и 2. Я немножко поспешил. Как всегда, думаю уже о том, что дальше будет, как я буду это дальше мешать и все это делать. Здесь же ведь осталась, друзья, сыворотка. Посмотрите, она полностью прозрачная. Но у нее реально такой кисло-молочный вкус. Я на ней уже пробовал, да, делать блины, мы делали. На вот этой вот вещи вы также само можете вот эти вот крылья KFC. Народ очень много в комментариях спрашивает, где нам взять вот эту вот пахту, на чем нам их мариновать, потому что во многих городах ее просто нереально найти. Пожалуйста, никаких проблем. И продукт получите, и для мариновки. Вот он, огурец. В принципе, для этого количества творога 230 грамм мне немножечко будет за много. Вот такие вот два. Для чего я взял, говорил, два разные огурцы. Потому что вот в этом огурце нужно выбирать. Я возьму другую ложку. Вот так вот. Нужно выбирать вот так вот семена. Вот так. Не выберите семена, у вас получится очень водянистая дзадзики. И натираю на терке. Можно натирать вот на такой, можно натирать вот на такой. В принципе, кому как нравится, по консистенции, насколько огурцы будут чувствоваться внутри. Вкус он и так будет, а вот будут ли они похрумкивать. Вот этот же огурчик, если у вас вот такие вот все, из них не нужно ничего вынимать, потому что из вот этой вот части она более не такая водянистая, как бы, а что говорю, не такая водянистая. Огурец это, можно сказать, сплошная вода. И в этот натертый огурец я добавляю соль. Вот так. И еще немножко. И немножко уксуса. Это у меня в данный момент уксус винный. О, возьму ложечку. Вот так вот хорошо все это солью и с уксусом перемешаю. Он получается именно подмаринованный такой вкус. И когда вы кушаете, будете кушать его в салате, не нужно именно ждать, когда он просолится еще больше, а произойдет все это намного быстрее. И есть варианты дзадзики, которые делаются именно с маринованным, уже соленым даже огурцом.
Это правда интересно и получается очень вкусно. Главное, что дзадзики это очень здоровое блюдо и очень здоровая такая, как сказать, она не намазка, не салат, но блюдо, закуска. Вот. И оставляю его вот так вот в таком состоянии на некоторое время, чтобы вышла влага в сторону. Теперь для второго, а из второго я сделаю креветочную намазку на основе вот этого вот творожного нашего сыра. Я поджарил вот так вот креветки на ароматизированном масле. Ароматизирую я чесноком. Вот, обжаренные. Я их измельчу. Очень-очень-очень мелко. Перемалываю именно вот, чтобы получилось. Смотрите, они полностью перемололись именно, как сказать, в пасту. Никаких кусочков. Вот так вот. Душистые, пахнут креветочкой. Обалденно. А это в сторону. А вот из этих я их порежу. Потому что в этом мне нравится, когда есть маленькие кусочки. Я мелко-мелко их порублю ножом. Вот. И вот такую мелкую крошку я добавляю уже в творог. Да, на данном этапе уже можно по вкусу это присолить. Вот так. И добавить сюда немножко сахарку. Вот так. И все это хорошо перемешиваем. Вот так. Из огурца вот так вот выступила водичка. Сок огуречный выкладываю на такой вот ситечкой. Хорошо это дело выдавливаю. Не отожмете, дзадзики будет очень водянистая. Вкус и консистенция будет совсем не та, которая должна быть. Сюда я могу выложить вот так вот сыр. Немножечко присолю, потому что чуть-чуть, потому что попробовать надо будет обязательно. Огурцы-то уже соленые. Добавляю чуть-чуть сахара. Добавляю немножечко винного уксуса. Можно добавить лимонный сок. Добавляю оливковое масло. И начинаю перемешивать. Супер. Я немножко перемешал, потому что я делаю не по рецепту, а как бы экспромтом все это замешиваю, и сколько чего добавить я не представляю, потому что боюсь, что получится каша, что-то за много, что-то за мало. Сюда на это количество, я думаю, вот такое вот количество чеснока мне вполне хватит. Целый было бы немножко за много. Вот так выдавливаю. И добавляю укроп. И сюда. Вот так. И все это хорошо перемешаю. Да, очень такая интересная консистенция, но она не полностью настолько гладкая. Она как бы немножко такая, чуть-чуть такую мелкую такую крошечку. Как бы чуть-чуть типа творожную такую. Пробовать, друзья, я буду, конечно, я думаю, наверное, чистым.
Потому что тут мешается и хлеб, и я не смогу рассказать вам консистенцию, потому что все-таки это будет вкусно, это будет хрупко, это будет классно, но это будет, наверное, не то. Вот, поэтому я вот эту креветочную пасту, потому что этого вкуса я не знаю. Честно, я так никогда не готовил, поэтому просто экспромтом я придумал, что можно сделать из вот этого вот кефирного, творожного, как бы сыра. Вот, что из него получается. Вот, и для чего можно использовать. Поэтому, друзья, вы, конечно, многие уже скилловые и знаете, куда это применить. В творожные какие-то там кремы, в пироги, в торты, да еще куда-то. Я просто показал, именно хотел показать свои два варианта. Вот, как я бы и что из них сделал. Так что пробую. Ваше здоровье. Текстура все-таки этого крема, она немножечко такая, можно сказать, творожная. Все-таки он чуть-чуть очень мелкий, но чувствуется, что он такой не полностью такой однородный, а немножко с такими мелкими крупинками. Но про сочетание его с креветкой, я вам скажу, просто обалденное. Я сюда вот больше ничего не хочу добавлять, никаких, потому что я в интернете посмотрел, как бы есть что-то похожее, но с добавлением чеснока, я думаю, ну, это убьет очень сильно вкус креветку. Поэтому реально и кусочки креветки попадаются. Кто любит именно вкус креветочного масла, вот что вы покупаете в намазках, в магазинах, друзья, вот это вот, это намного шикарнее, намного вкуснее, намного полезнее, ребята, чем вот то, что вы берете там. И вещь. Честно вещь. Чеснока. Вот это очень интересно в нем именно вот этот вот подмаринованный огурчик. Я замечу, что я всегда делал со свежим. Тут, думаю, вот именно на греческих сайтах я заметил, что его подмариновывают. И вы знаете, что реально такое свою изюминку он имеет. Вот. Поэтому я скажу, этой как бы проверке имеет место быть вот этой вот теме с творогом замороженным. Не творогом, кефиром замороженным. Потому что реально как бы вот такую чашку, ну, конечно, здесь еще креветки, 80 центов. Я думаю, как бы это очень дешево. Ну, конечно, плюс креветки. Но это натурпродукт. Реальный натурпродукт. А вот это здоровая, очень правильная вещь. Потому что дзадзики, по сути, это очень хорошая, очень такая здоровая реально тема. Как закусон к любой вещи, к мяску, к шашлыку, просто на вылет. Я не буду дальше затягивать, не буду вас томить. Мне вот это вот, конечно, больше нравится. Дзадзики мне нравится больше в оригинальном варианте, когда его делаешь на йогурте. Вот. Потому что немножечко все-таки консистенция такая, но это довольно-таки неплохо. А если вы приготовите, напишите обязательно, как вам именно вот это вот дело, понравилось или не понравилось. Как вы ощущаете дзадзики? Реальная или такая, не очень вкусная вещь? Вот. Хочется уже вот это хрумкнуть. Друзья, огромное спасибо моим подписчикам, что вы меня смотрите. Огромное спасибо, друзья, новым друзьям, которые именно подписались на мой канал. И если даже вы и не подписались, огромного вам вкусного, приятного аппетита. Кушайте вкусно, кушайте, готовьте с любовью, друзья. Я с вами прощаюсь, но совсем ненадолго. А ненадолго, это если вы нажали колокольчик, поэтому вы сразу увидите мои следующие видосы. Пока, друзья!